Всем привет, с вами снова Алина, и сегодня я решила для вас снять такой немножко уютный влог, потому что за окном не очень хорошая погода, я сегодня максимально стараюсь никуда не выходить, и поэтому решила, почему бы не снять для вас домашний уютный влог, тем более, что кое-какие интересные вещи я вам, конечно, смогу показать, смогу ответить на какие-то вопросы, на которые не успела ответить в своем инстаграме, поэтому я надеюсь, что сегодняшнее видео вам понравится, и сейчас уже не утро, я вот, как видите, уже немножко подкрасилась для того, чтобы не смущать вас своим немножко усталым внешним видом. Дело в том, что утром такой отчет для влога, и обычно так делают. Я уже сходила на тренировку, прибралась дома. На тренировке я, кстати, хожу сейчас 5 раз в неделю, мне этого хватает, но я думаю, что можно добавить еще один 6-й день, либо добавить еще больше растяжки. Я хожу на TRX. Это, кстати, очень крутой тренинг, если вы уже устали от тренажерного зала, и лично я действительно устала от тренажерки, потому что для меня это немножко скучно, а TRX это все время какие-то новые упражнения. Я прям просто мокрая выхожу с тренировки, и поэтому я на каждую тренировку действительно по утрам просто бегу, радостная, знаю, что хорошо потренируюсь, и я заметила очень крутые перемены в своей фигуре, потому что, так как TRX, еще ни один вид спорта не менял мое тело, разве что кроссфит, но после кроссфита у меня очень сильно болели колени, и я увеличивалась в объеме, на TRX я не увеличиваюсь. Это такой мой совет девушкам, которые не пробовали этот вид тренинга, обязательно попробовать. Так как влог у нас уютный, я вам покажу что-то очень для ленивых, покажу вам рецепт такой лепешечки, которую я готовлю, когда мне никак ничего сложного делать. И, наверное, это даже нельзя назвать приготовлением еды. В общем, сейчас мы с вами будем готовить, я даже не знаю, как это назвать, пирог для ленивых, наверное. В общем, нам понадобится всего 2 ингредиента. Это очень неполезный плавленый сыр, я беру, который подходит для чизбургера. И вот такая вот тортилья. Они разных фирм продаются. У меня немножко подсохшая, но ничего страшного. Я буду использовать свой электрогриль, но на самом деле вы можете использовать сковородку. Я раньше это делала на сковородке до того, как стала активно использовать гриль. Я его разогреваю до 200 где-то градусов. Ставлю обе плиты. Так, вот, ставлю ребристую. И сейчас просто сюда я буду класть кусочек сыра. Еще я тут вооружилась щипчиками, потому что безопасность превыше всего. И, в общем, сейчас буду выкладывать сырочек на лепешку. И я не скажу, что это кулинарный шедевр, потому что, кстати, вот, видите, половинку. Потому что я люблю готовить, но именно вот такие вот вредные ништяки, это то, что доставляет мне радость после тренировок, когда хочется съесть вредненького. У меня иногда вот так вот рвется, но ничего страшного. В общем, гриль уже прогрелся, и я просто кладу вот эту тортилью и ставлю его где-то на минутку, а может быть даже на 1,5. И закрываю. И нет, я не претендую на то, что это кулинарный шедевр, что это полноценный рецепт. Это просто, наверное, такой кулинарный лайфхак. Если вы не пробовали эти лепешки в сочетании с плавленным сыром, поверьте, это реально получается как какой-то пирог, который, приготовление которого занимает ровно минуту. Это можно делать на сковороде, если вы не используете гриль, просто на сковородку, на такую температуру, чтобы там ничего не спалилось. Я немножко выпекаю, главное, чтобы разогрелась лепешка и расплавился сыр. Реально выглядит так, как будто бы это влоги какой-то девушки, которая вообще не умеет готовить, не умеет ничего делать, но не воспринимайте это как рецепт, это только лайфхак для тех, кто это не пробовал. Все, гриль у меня пропищал, получается вот такая вот прелесть, немножко сыр поплавился, и я сейчас его соберу на тарелочку. Реально это выглядит очень нефотогенично, можно чуть сильнее зажарить, чтобы прям тут была коричневая корочка. Мне нравится, когда все-таки остается светленьким, но это очень вкусно, и я это, как гарнир иногда использую, потому что люблю я сочетание сыра. Это безумно вредно, я вот это называю пищевой нефтью, потому что, ничего полезного в этом нет, но как такой, знаете, продукт себя побаловать, и когда в холодильнике нет ничего вредного, обычно у меня всегда есть плавленый сырок и лепешечка. Так что вот такой вот у меня бон аппетит.
И, кстати, мы реально полюбили гриль, на нем готовить, неважно, какой он там у вас фирмы. Вот, две главное, чтобы было ребристые поверхности, либо плоские. Короче, если вам интересно, я могу снять отдельное видео с рецептами того, что я готовлю на гриле, потому что в последнее время постоянно на нем стараемся готовить, вроде как полезно, ну, кроме того, что я вам показала, этого пирожочка с сыром, но мясо, овощи постоянно готовим на нем, и получается безумно вкусно и полезненько. Кто за ППшные рецепты, пишите в комментариях, обязательно сниму такой ролик. Раз у нас домашний и уютный влог, то покажу вам то, что мне нужно отпарить немного вещей, которые мне пришли. Очень красивый красный костюм, свитер, платье. Вообще могу вам, кстати, сейчас это все на себе показать после того, как вот это вот все отпарю. Главное гладить вещи сразу после того, как они к тебе приходят, потому что потом с каждым днем все меньше желания это делать, а гладить нужно. Так как влог у меня уютный, покажу вам тоже свои уютные вещи, которые я только что отпарила. Они у меня от бренда SL Ira. Я уже много вещей от этого бренда показывала. Кстати, штанцы, костюмчик, в котором я сейчас, тоже от этого бренда. Тот серый свитер, в котором я была в начале, он тоже из этого костюмчика. Показывала вам его, наверное, в том году. Сейчас вот я отпарила себе такой очень уютненький молочный свитер. Не знаю, вам видно или нет. Тут есть вставки блестящих ниток. Такое, знаете, настроение праздника сразу, как маленькая-маленькая елочка. И что самое главное, посмотрите на длину рукавов. Вы прекрасно знаете, что я супер высокая, что у меня рост 183, где-то так. И ничего с длинным рукавом мне найти невозможно. А здесь посмотрите, какая длина рукава. Это просто сказка. И сам свитер очень мягенький, и, как я уже сказала, мне в нем супер уютно. Сейчас покажу свой красный костюм. Вот он, этот красный костюмчик. Длина у него нормальная, опять же, вы понимаете, да, рост 183, поэтому на меня не ориентируемся. Новогодние носочки мои домашние, и он реально похож на тот серый, который я ношу практически каждый день с отопительного сезона, с начала его. Костюм в первую очередь прогулочный, но за счет того, что такой красивый красный цвет, сразу ощущение праздника, и хочется наряжать елку, хочется украшать дом, потому что у меня, видите, еще пусто, никаких украшений нет. Надела костюм, и сразу хочется это исправить. И еще третья вещь у меня от этого бренда, это зеленое платье. Сейчас вам его покажу. Это самое платье, я не знаю, передает камера или нет. Оно в очень красивом темно-зеленом цвете. Безумно хочется куда-нибудь его сейчас надеть и побежать. Носить можно и на каждый день, и для какого-то торжественного мероприятия. И что мне больше всего нравится в бренде SL Ira, это то, что все вещи безумно удобные. И, как обычно, они для моих подписчиков делают такой конкурс совместно со мной. В общем, просто подписывайтесь на мой канал и напишите в комментариях любой артикул вещи, которая вам понравилась с их сайта. Подробные условия я оставлю в описании и в комментарии. И через 5 дней у вас будет возможность ее выиграть. Я абсолютно случайным образом выберу победителя среди тех, кто оставит комментарий. И в комментариях оставьте еще обязательно свой контактный имейл, либо свой инстаграм, как можно с вами связаться для того, чтобы отправить подарок. Ну а я опять переоделась в свой серый костюмчик, тоже от этого бренда. Вы помните в нем мои видео в том году. И я уверена, что у меня будет много вопросов по поводу носочков. Давайте я вам их поближе покажу. Многие, кстати, смеются, но я называю это свои носочки с хасочками, потому что это реально носки с хасочками. В них очень тепло, и я фанат именно носочков вот шерстяных, потому что я тапки ненавижу. Пол у нас здесь не подогревается, и, соответственно, довольно холодно ходить, и носочки с хасочками меня спасают. Вот мне все равно, какой фэшн, когда дома холодно, приходится надевать дома прогулочный теплый костюм, кстати, в нем при этом не жарко, и ходить в носочках. Ноги всегда должны быть в тепле. Вот запомните, голова в прохладе, ноги в тепле, как учила бабуля. И бабуля, кстати, привила мне любовь к таким носочкам. Так что да, мои ноги, ребят, всегда в тепле. Хасочки одобряют и оберегают температуру моего тела. Раз уж у меня сегодня такой уютный и домашний влог, давайте я поотвечаю на некоторые ваши вопросы, как и обещала в начале этого ролика. Уже все поотпарила, поперемерила, съела свой вредный пирожок, поэтому давайте поотвечаю на те вопросы, которые остались в архиве, на которые я не ответила в своем инстаграм. Кстати, если не подписаны на мой инстаграм, обязательно подписывайтесь, там легче оставаться со мной на связи, задавать мне какие-то вопросы, и, собственно, из архива на те вопросы, которые я не ответила в прошлый раз в самом инстаграм, я отвечу сейчас.
И, наверное, отвечу на самые популярные, потому что очень много вопросов про модельную сферу. Девочки спрашивают про свой рост, соответствует ли он там модельному или нет. Сразу скажу, что да, для подиумных моделей есть все-таки стандарты. Для того, чтобы выходить на подиум высокой моды, вам действительно нужен рост хотя бы 1,178 м. Это, наверное, самый оптимальный рост. Ну, в идеале 1,80 м. 78-80 — это идеальный такой рост для подиумной модели. Но сейчас 21 век, и я все время об этом говорю, и не важно, какой у вас рост, важно, чтобы вы брали чем-то, то есть у вас была харизма, то есть вы чем-то отличались от других, и чтобы у вас были хорошие соцсети, потому что сейчас это невероятно важно, и многие заказчики действительно смотрят на то, сколько у вас подписчиков, и такая вот реальность, от нее никуда не деться, и коммерческой моделью может стать абсолютно любая девушка, даже если у вас там рост 1,65 м, всегда есть шанс работать, например, на каталогах, там того же нижнее белье, повседневная одежда, много всяких вариантов. Если у вас очень красивое лицо, вы можете сниматься для рекламы косметики. Вариантов море, и не обязательно привязываться к росту, так что если вы думаете, что вы слишком высокая, либо наоборот слишком низкая, не переживайте, сейчас двери открыты всем, главное, чтобы у вас было желание, а если у вас будет желание, то все двери будут вам открыты, потому что я ни разу в своей жизни не встречала человека, который что-то очень-очень сильно бы хотел в плане там карьерного роста, и у которого бы это не получалось. Вот я не знаю, как так получилось, но меня окружают такие люди, что ни разу не встречала человека, который чем-то горел, и у которого этого не получилось. Меня окружали люди, которые думали, что они горят чем-то, но в итоге они как-то такие, у них там что-то один раз не получилось, и они, ой, наверное, это не мое, я пойду заниматься другим. Ну, соответственно, знаете, не все получается с первого раза, и я про себя это прекрасно знаю, поэтому я стараюсь никогда не унывать, если у меня что-то не получается с первого раза, потому что все идет на опыт, а опыт — это хорошо. Очень много вопросов, нужно ли идти в модельную школу, заканчивать какие-то курсы. Здесь я, наверное, скажу скорее нет, чем да, потому что в модельном агентстве, в крупном, вас даже не спросят наличие какой-то там диплома модельной школы, это абсолютно не важно. Наверное, я бы порекомендовала пройти модельную школу практически всем девушкам, только по одной простой причине, потому что очень часто после нее девочки становятся увереннее, но тут проблема в том, чтобы выбрать хорошую модельную школу, либо даже какие-то курсы, которые бы дали вам это ощущение своей уникальности, там, почувствовать свою энергетику, почувствовать, какая ты классная, а я уверена, что вот ты сейчас смотришь мое видео, и ты действительно классная, потому что все мои подписчики классные, и это, знаете, не какое-то такое абстрактное, просто, ой, я там блогер, я люблю своих подписчиков. Нет, я когда вас вживую встречаю в жизни, я просто офигеваю. Вот у меня даже моя подруга Полина, мы были в Милане, мы встречали моих подписчиц, и мы реально были в шоке с того, какие вы офигенные, вы супер классные, и даже вот бывает, девочки подходят, и видно, что они там стесняются, в чем-то там даже комплексуют, когда начинают со мной говорить, они мне об этом рассказывают, и я такая, блин, ты такая клевая, как ты можешь вообще комплексовать? И, наверное, моя мечта такая тайная, сделать какой-нибудь такой курс. Я не знаю, как это сделать, я не знаю, возможно ли это, какой-то такой курс, где бы я могла донести до каждой из вас, что вы просто офигенные. И это правда. Вот у меня вот прям такое безумно искреннее желание донести до вас это. И вот ты сейчас смотришь мое видео, просто смирись с тем, что ты клевая. Я об этом всегда говорю. И да, смотришь мои видео, ты клевая. Даже если не смотришь мои видео, ты все равно классная, потому что это факт. Вот я вас вижу, я офигеваю. Тут у меня еще очень много было вопросов по поводу комплексов. Ну, то есть девочки пишут о том, что они комплексуют по поводу роста, по поводу там еще каких-то там особенностей своих, там, фигуры. Я думаю, если вам будет интересно, то я сниму про это отдельный ролик. Но, понимаете, там была даже девочка, которая задавала очень много вопросов, в которой столько комплексов, каждый ее вопрос был связан с каким-то элементом ее внешности. И я не устаю повторять о том, что, господи, наша внешность — это зачастую то, что вот нам просто вот была какая-то там генетическая лотерея, нам это выпало. Это не влияет на нас никак как на личность, не влияет на нас как на человека. И там работаем с тем, что есть, девочки, как говорится. Не надо на этом зацикливаться. Я встречаю очень много девчонок, которые реально симпатичны, но которые такие закомплексованные. Они очень много думают про себя. И это действительно эгоистично. Не надо так много про себя думать.
То есть реально симпатичные девочки. Ой, у меня нос не такой, у меня волосы очень жиденькие, или у меня там зубы недостаточно белые, и ты смотришь на нее и думаешь: господи, моя хорошая, остановись, ты прекрасно выглядишь, потрать всю энергию, которую ты тратишь на там размусоливание каких-то вопросов и депрессирование на тему своей внешности, на какое-то новое хобби, увлечение, и твоя голова прочистится. И вот этого мне тоже хотелось бы, наверное, донести до многих девчонок, что... Опять же, возвращаемся к теме того, что вы все классные, и не надо так много думать про свою внешность. Вот правда, и это вот то, что никогда не приведет ни к чему положительному. И так как сегодняшнее видео все-таки не вопрос-ответ, если вам такое будет интересно, то я его обязательно сниму. У меня очень много вопросов про мою личную жизнь, и я не считаю это правильным вообще обсуждать, потому что мои близкие, моя семья, они не выбирали мир блогинга, они не выбирали какую-то публичность, и, наверное, пока я не готова вам так открыто рассказывать про свою жизнь, потому что, мне нужно хотя бы заручиться согласием тех людей, которые меня окружают, для того, чтобы там что-то показывать, о чем-то рассказывать. Все-таки мой канал не совсем реалити-шоу, как у очень многих блогеров, и я не любительница поговорки «личное не должно быть публичным», нет, или «счастье любит тишину». У каждого свое мнение, у каждого свой выбор, и если мои близкие захотят как-то появляться в моих видео, то, пожалуйста, если нет, то я просто не буду ничего рассказывать, как, собственно, это сейчас и делаю, и у меня все равно никогда не было потребности как-то афишировать свою семью, потому что, в жизни блогера должна оставаться какая-то сфера, которая должна быть только только личной. Потому что вот эти все истории, когда люди все нараспашку, всю свою жизнь показывают, мне кажется, так можно сойти с ума. Но, во всяком случае, я бы с ума сошла, если бы вся моя жизнь была на показ. Так что вот так вот мы с вами немножко поболтали и поотвечали на какие-то вопросы из моего Инстаграма. Еще у меня тут небольшие такие блогерские перестановки. Видите, появилось такое вот крепление для фона. Видео будут выходить чаще, и все свои причиндалы для съемки я вот сюда поместила в эту нишу. И поэтому у меня будет полноценная рабочая зона, аминь, и мне не придется, как раньше, постоянно переходить по дому, передвигать свет, вот этот вот кольцевой. У меня еще появился отражатель, и, надеюсь, реально ролики будут выходить чаще. Завтра поеду покупать фон, чтобы уже снимать для вас больше видосиков. И если вы думаете, что в этом видео недостаточно уюта и мои носочки с хасочками, вам их мало, то посмотрите, что у меня еще есть для дома. Это из Исландии подгончик. Это очень теплые домашние тапочки. Здесь еще олени. Что может быть более уютным, чем такие вот тапулечки? Так что я их тоже надеваю, когда у нас с отоплением. С отоплением у нас не часто проблема, но вот вчера, например, выключали, и я все время в них ходила по дому. Еще чтобы уют был просто максимальным, я решила пересмотреть один из самых классных мультиков за последнее время, вообще из современных, мне кажется, «Холодное сердце», потому что скоро выходит вторая часть, и я понимаю, почему от него без ума все дети. Я все-таки росла на других мультиках, но я действительно считаю, что этот мультик — это, прогресс со стороны Диснея, потому что, во-первых, реально мысль о том, что, дорогая сестра, ты не можешь выйти замуж за чувака, которого ты только что встретила. То есть там много таких посылов, и мне нравится, что перестали эксплуатировать тему «женщина в беде». Конечно, современный мир имеет свою специфику, и мультики, соответственно, должны отражать это. И, правда, мультик очень хороший. Вот из того, что было за последнее время вообще снято среди мультфильмов, я отметила бы, наверное, «Холодное сердце», «Тайна Коко». Нет, вообще, знаете, давайте просто сделаю какое-нибудь видео, если вам будет интересно, где расскажу про свои самые любимые мультики, потому что я фанат мультиков, и по ним я, кстати, еще практикую английский. Я включаю их как раз-таки на английском языке, с английскими субтитрами, либо без субтитров. И тогда получается, что если я знаю мультик наизусть, то мне очень легко обновлять свой словарный запас. И обычно, кстати, в таких мультиках всегда очень легкие слова. Это гораздо легче, чем учить английский по сериалам. Так что тоже возьмите на вооружение то, что по мультикам учить язык безумно просто. Еще в таких видео всегда обязательно есть горящая свеча. Решила тоже настроить себя на такой спокойный лад.
И как раз таки зимой я чаще всего свечи и зажигаю. У меня вот это с хвойным ароматом, показывала вам ее в прошлом году. И вечером я люблю делать какие-то масочки, спа-процедуры при зажженной свечи. Вроде как бы парафин не особо полезно, но, знаете, максимальный уют можно создать, мне кажется, только когда есть естественный огонь. Какое бы освещение у вас красивым дома не было, но свечи — это всегда супер атмосфера, особенно если еще и приятный аромат. Вот как у меня сейчас в ванной, например, пахнет хвоей. И буду сейчас умываться и готовиться уже ко сну, переодеваться в пижаму. Вот в такой вот романтической, уютной атмосфере. А еще, наконец-таки, у меня есть свой экземпляр журнала To Beauty, где у меня была фэшн-съемка. Мне очень нравятся эти кадры, которые мы сделали вместе с моей командой, и мы снимали все это в Ростове. И первый раз журнал сказал, что они взяли стороннюю съемку. Мне нравится реально каждый кадр. Много я уже добавила себе в Инстаграм, и я очень горжусь тем, что в Ростове мы сделали такую вот красоту, которую в итоге использовал журнал «Федеральный». Какие у нас талантливые, классные девчонки в Ростове-на-Дону, потому что фотограф и стилист, они сработали реально за один день. За один день мы просто собрали луки, за один день мы все это сняли. Условия были, такие себе, потому что мы снимали это в ботаническом саду, было очень жарко, у меня была укладка, но в итоге, видите, у меня везде эффект мокрых волос, потому что там, понимаете, теплица. Мы снимали в августе, в жару, и поэтому везде у меня такие вот назад зализанные волосы. Приходилось их постоянно мочить. Я не жалуюсь, условия были не огненные, но кадры того стоили. Так что, да, теперь у меня есть и мой личный экземпляр этого журнала. Перед сном еще хочу почитать книгу, биографию Стэна Ли, потому что я очень восхищаюсь этим человеком. Мне очень нравится Марвел, нравятся комиксы, и ой, боже, как у меня давно не доходили руки для того, чтобы эту книгу прочитать. Но что-то мне подсказывает, что прочту я ее буквально за ночь. Потому что если я начинаю книгу, то оторвать меня очень тяжело, особенно если это биография. Биографии — это то, что вдохновляет меня больше всего в этой жизни. Обожаю читать биографии великих людей. И посмотрите, узнаете вот эту вот прелесть? Кто смотрел мой влог с Таиланда, помнят, это зефирка. Она теперь у нас живет дома, мы ее все-таки тогда купили, и она очень мягкая. Я не знаю, как вам передать ее мягкость, но она реально, мы ее поэтому зефиркой называем, что она на ощупь как зефир. Лежать на ней просто одно удовольствие, так что вот уютнее просто теперь быть не может. Зефирка, Стэн Ли, чаечек, пойду заварю чай с ромашкой и буду наслаждаться. Ну что, это и был весь мой такой домашний и уютный влог. Я надеюсь, что он вам понравился. Вообще, я сейчас хочу снимать видео почаще и делать минимум монтажа, чтобы это было что-то про мою жизнь, чтобы было много чего полезного в каждом ролике, чтобы это не просто, ой, я проснулась, потренировалась, поела. Нет, чтобы это было что-то полезное. Снимать для вас ролики почаще. И как вам вообще такой формат? Чтобы это было именно в формате ежедневных таких, возможно, включений, возможно, там 5 раз в неделю, не знаю, как вам вообще интересно смотреть мои видео или нет, интересно ли вообще какой-то быт блогера, какие-то повседневные вещи, возможно, даже незначительные, но вот такие вот уютные, потому что сейчас погода, мне кажется, располагает к таким влогам. Я сама очень люблю смотреть что-то такое уютненькое. Напишите обязательно об этом в комментариях. Я буду снимать такие ролики еще. Ну, а с вами была Алина. Увидимся в следующем ролике. Я пошла отдыхать, спать, наконец-таки переодеваться в пижаму. Вы обязательно подписывайтесь на мой канал. Здесь будет много интересных и полезных видео и дальше. Подписывайтесь на мой инстаграм. Там можем быть с вами на связи гораздо оперативнее. И, кстати, самое важное, боже, я забыла вам сказать спасибо за 600 тысяч подписчиков. Это же 600 тысяч. Ну, то есть, когда я заводила свой канал, я даже не представляла, что у меня когда-то будет 600 тысяч подписчиков. То есть, знаете, кто-то заводит канал, я знаю, что у меня будет когда-то 1 миллион. Нет, я не представляла, что у меня будет цифра 600 тысяч на канале. И каждый день подписываются новые люди. Вам интересно то, что я снимаю. И для меня это до сих пор так странно, потому что это сейчас просто девочка, которая сидит, держит в руках камеру, и с ней разговаривают, и параллельно, то есть не параллельно, сейчас, когда я смонтирую это видео, этот ролик, этот мой монолог, да, этот мой монолог
диалог с вами увидят 1000 человек, и сейчас на канале 600 тысяч. Спасибо вам большое, и я действительно очень сильно люблю своих подписчиков, это факт, потому что когда я вас встречаю вживую, я всегда сразу там с вами обнимаюсь, просто всегда стараюсь узнать ваше имя, стараюсь, ну вот просто пропитаться вашей энергетикой. Я очень радуюсь, когда вас встречаю, поэтому если вы встречаете меня в повседневной жизни, обязательно подходите, мне это очень приятно, обожаю с вами знакомиться, и просто спасибо за то, что вы со мной, и наконец-таки я сейчас с вами попрощаюсь. С вами была Алина, увидимся в следующем ролике. Пока! Если вы думали, что здесь не будет сцены после титров, вы очень сильно ошибались. И да, я сейчас сижу на полу. Просто для того, чтобы снять для вас сцену после титров. Правда, очень сильно люблю своих подписчиков. И лишним это не будет сказать даже в сцене после титров. А особенно в сцене после титров. Потому что они знают только самые преданные подписчики канала. Поэтому, если вы видите эту сцену, знаете, что вас я люблю, обожаю. Но чуточку, наверное, сильнее, чем тех, кто не досматривает до сцены после титров. Так что это наш секрет.